Здравствуйте! Сегодня мы разберем грамматику 5-го урока Мина но Нихонго первой части. Итак, существительное вместо икимас, кимас и каэримас. Итак, в русском языке есть такие слова, как в и на. Например, в комнате, ушел в комнату или уехал на деревню. Они являются послелогами направления или же нахождения чего-либо в каком-то определенном месте. Нас же интересует именно направление, так как в японском языке тоже присутствует такая частица, и она называется В хирогане вы ее пишете всегда как х, однако она, как и частица ва, является частицей всего предложения, частью всего предложения, а не отдельного слова, и поэтому будет произноситься как Когда ее используют? Ее используют тогда, когда хотят указать направление движения. И она всегда будет использоваться с такими глаголами, как, например, идти, уйти, уехать, приехать, вернуться, прибыть куда-то. Вы создаете конструкцию следующим образом. Существительное, в котором вы указываете место, куда вы направляетесь, вы выделяете его частицей и добавляете глагол. Допустим, идти икимас, уйти, или же прибыть кимас, или, допустим, вернуться каэримас. Давайте рассмотрим с такими примерами. Например, я в супермаркет иду. Ваташи ва супаэ икимас. Ваташи ва супаэ икимас. То есть я в супермаркет, частица, и добавляем глагол движения икимас. Нужно еще сказать, что глагол икимас не переводится дословно как идти, так как иногда он имеет смысл идти, уйти, уехать. Следующий пример. Например, Мария в школу идет. Мария ва гаккоэ икимас. Мария ва гаккоэ икимас. Или, например, Мария с другом завтра на почту пойдет. Мария ва томодачи то ашта юбинкёку икимас. Мария ва томодачи то с другом ашта завтра юбинкёку на почту икимас. Смысл каковой? Когда указывается какое-то место или точка направления, куда мы идем, а не прибыли, то есть мы движемся в том направлении, мы всегда это состояние будем оформлять как частицей Как вы понимаете, с глаголами икимас, кимас и каэримас можно играться. Например, мы можем сказать, что он туда не пошел, он туда не пойдет, или он не приедет. То есть мы можем использовать все три времени, также не только утвердительную форму, но и отрицательную. Да, например, я в супермаркет иду. Ваташи ва супаэ икимас. Можно сказать, я в супермаркет не иду. Ваташи ва супаэ икимасен. Или, допустим, в прошлом времени. Я в супермаркет не ходил. Ваташи ва супаэ икимасен дешта. Или я наоборот. Я вчера в супермаркет ходил. Ваташи ва супаэ икимашта. То есть вариаций уже у вас на порядок больше. Или, допустим, в прошлом году в Америку приехал. Кёнэн Америкаэ кимашта.
кимашта – прийти, приехать, прибыть. Или, допустим, на следующей неделе с Америки в Японию вернусь. На следующей неделе райщу Америка кара Нихон каэримас. Америка кара Нихон каэримас. Вернусь в Японию. Для того, чтобы задать вопрос, мы используем вопросительное слово доко, где и добавляем к нему частицу Получается докоэ. И смысл здесь идет то, что мы задаем вопрос, куда ты идешь или направляешься. Например, докоэ икимаска, куда вы идете? Или докоэ кимаска, куда вы придете? Или докоэ каэримаска, куда вы вернетесь? Мы также можем использовать и в прошлом времени. Например, докоэ икимаштака, куда вы ушли, да? Или, допустим, докоэ икимаштака, куда вы пришли или приехали. Или, допустим, докоэ каэримаштака, куда вы вернулись. Например, мы можем задать вопрос: Мария вчера куда ходила? Мария ва кино докоэ икимаштака. Она может ответить вам: я в университет ходила. Или просто в университет. Дайгакоэ икимашта. Ну, а вы можете, допустим, ответить: я тоже в университет ходила. Ваташимо дайгакоэ икимашта. Ваташимо дайгакоэ икимашта. Следующая тема. Итак, докоэмо икимасен и докоэмо икимасен дешта. Я никуда не ходил, я никуда не пойду. То есть здесь идет полное отрицание: никуда не пойду, никуда не собираюсь идти. Для того, чтобы разобрать полное отрицание, нам нужно сначала вернуться немножко в третий урок. Помните таблицу, где мы смотрели, суммировали все системы указательных местоимений? В той таблице мы смотрели местоимения такие как кону, сону, ану. И один из вопросительных слов было докону, если говорилось о том, откуда была сделана вещь, и доном. Тогда я вскользь упоминала о том, что доном чаще переводится как какой, какая, и используется, когда нужно что-то выбрать из перечисленных предметов или объектов, неважно. Важно то, что, присоединяясь к этому вопросительному слову, можно создавать не только отрицательную частицу полного отрицания, формулировку вопроса как никуда, ничего, и можно создавать и как полное согласие со всем. Давайте посмотрим такую ситуацию. У нас, мы знаем, что, допустим, соно, коно и ано всегда используются с существительным. Но давайте мы с вопросительным словом поставим место. Получится какое-либо место, направление, частица мо тоже, и слово икимас, глагол икимас, пойду. У нас получается, что если дословно переводить: в какое-либо место тоже пойду, да? Если обобщать под современную русскую способ передачи смысла предложения, мы бы сказали бы, что я пойду в любое место, или я пойду, другими словами, куда угодно. Что нужно заметить, что в таком случае частица мо, она не переводится как в контексте прямом тоже, она используется скорее как для убеждения, обозначения всех вариантов. То есть она в
своего рода маркер подтверждения. Я тоже куда угодно пойду, да? Например, я поеду куда угодно, то есть мне все равно. Доко эмо икимасу. Здесь вопросительным словом идет где, где. То есть в какое-либо куда угодно тоже пойду, да? Доко эмо икимасу. Или доно плюс существительные, указывая, допустим, любое место, там город, там ночной клуб, ресторан, неважно. Смысл будет тот, что я пойду в любой город, в любое место, да? Я пойду куда угодно. Итак, если мы говорим «я поеду куда угодно», мы будем подразумевать «доко эмо икимас». Если я поеду в любой город, мы будем формировать вопрос или же утверждение «доно мачи э икимас». Или ты поедешь в любой город «доно мачи э икимаска». Синонимами иногда вы можете услышать как «доко демо икимаска» или же «доко э демо икимаска». Возвращаясь к сегодняшней теме, когда мы строим полное отрицание, важно отметить, что глагол всегда будет в отрицательной форме, то есть никуда не пойду, никуда не ходил. И вопросительной частью доко, присоединяя частицу и му, мы формируем слово как никуда, то есть новое слово. Помимо доко мы можем использовать и слово доно вопросительное, указывая при этом место. То есть доно место, потом частица и отрицательный глагол. Будет иметь смысл, что я не пойду ни в какое место. Например, я не пойду ни в какой ночной клуб, или же я не хожу ни в какие ночные клубы. Как бы стопроцентное утверждение. Ваташи ва доно найто курабу э икимасен. Ваташи ва доно найто курабу место икимасен. Не хожу. Давайте рассмотрим другие примеры. Допустим, я никуда не иду. Ваташи ва доко э мо икимасен. Если посмотрите, то частица она как бы в скобках. Что это значит? Иногда она может пропадать. Особенно, когда очень быстро проговариваются слова, и она просто как бы глотается, ее убирают с слова как части. И тогда у нас образуется как бы новое слово. Например, если мы хотим сказать «никто», да, мы к вопросительному слову «даре» «кто» добавляем частицу «мо», получается новое слово «никто». «Даре» «кто», а «никто» будет «даремо». Или, допустим, что «нан», если присоединяем частицу «мо», у нас образуется новое слово «ничего». Что и ничего, «нанимо». Но важно отметить, что всегда с вопросами никуда, никто и ничего глаголы, которые будут стоять после, всегда будут в отрицательной форме. Они могут быть в разных временных промежутках, то есть как бы их использовать можно как в будущем, настоящем, так и в прошлом времени, но они всегда должны стоять в отрицательной форме. Например, никто не приходил. Даремо кимасен дешта. Никто. Даремо. Или же она ничего не ест. Канаджо ва нанимо табемасен. То есть она не ест сейчас ничего. Или же она ничего не ела. Канаджо ва нанимо табемасен дешта. Канаджо ва нанимо табемасен дешта. Ничего, нанимо.
Мы можем услышать, например, такой вопрос. На следующей неделе куда едешь? Расчё докое кимаска. А вы можете ответить: я никуда не еду. Ваташи ва докомо икимасен. Или, допустим, на прошлой неделе куда ходил? Сенщу докое икимаштака. А вам могут ответить: я никуда не ходил. Докомо икимасен дешта. Или же докоэмо икимасен дешта. Следующая тема. Существительный вид транспорта, частица «д» и глаголы икимас, кимас и каэримас. В данном случае частица «д» она указывает на орудие или же способ действия. Когда мы хотим сказать, на чем ты приехал, мы в русском языке используем послелог на, да? Мы хотим сказать, я на велосипеде приехал. В японском языке эта частица выполняет роль «д». Например, на самолете хикоки «д», на велосипеде джитенща «д», на поезде денща «д». То есть мы добавляем всегда частицу «д» после указания названия транспортного средства. На автобусе басу «д», на метро чикатэцу «д». И единственным исключением является, когда мы говорим пешком. На японском языке слово читается как аруите, и в этом случае после аруите мы не ставим частицу «д». Просто произносим аруите пешком. Например, вчера с работы на метро вернулся. Вчера с работы на метро вернулся. Кино шигото кара чикатэцу де кайримашта. То есть вернулся домой с работы на метро. Или, допустим, 2 августа я еду в Киото на машине. Чем я еду? Машиной. Ваташи ва хачигацу 2 августа фуцка курумаде токёэ икимас. Ваташи ва хачигацу, то есть это 8 месяц, август, фуцка 2 число, курумаде токёэ икимас. Или, например, он на следующем поезде едет в Варшаву. Карева цугино денща де, следующий цугино, денща де, чем поездом, и куда направляется Варшава, икимас, на Варшаву. Или, например, Мария сегодня на автобусе приедет. Мария ва кё басу де кимас. Мария ва кё басу де кимас. Чтобы задать вопрос, на чем ты приедешь, в этом случае у нас новое слово вопросительное «д», «нани де». То есть мы к слову «что», «нан» добавляем частицу «д», у нас новое вопросительное слово «нани де». Не «нан-де», а «нани де». «Нан-де» означает «почему», чтобы вы не путались. А если будете говорить «нани де», здесь будет иметься смысл, что вы на каком-то транспорте приехали и задаете вопрос, на чем кто-либо приехал. Например, к его дому, к дому друга. На чем едешь или поедешь? Каре ноучие нани де икимас ка. Каре ноучие, то есть в направлении его дома, нани де, на чем, икимас ка, поедешь. Можно сказать аруите икимас, пойду пешком, аруите икимас, пешком пойду, или же денща де икимас, на велосипеде поеду, денща де икимас. Или же, допустим, к
к его дому на чем приехал. Не поехал, а приехал уже. Каренуче наниде кимаштака. Вопрос, который можно ответить теми же вариантами, что и были в прошлом примере. То есть аруите кимашта. Пешком пришел. Или же денщаде кимашта. На велосипеде приехал. Следующая тема. Существительное, одушевленное то и глагол. В прошлом уроке мы затрагивали тему, когда пытались перечислять несколько предметов или объектов, и мы упоминали союз «и», например, сад и дом, клубника и малина, день и ночь. В этом случае соединительным частью между двумя существительными была частица «то». Исходя из этого, мы приходили к выводу, что частица «то» используется только для перечисления, да? Но нужно отметить, что частицу «то» используют только тогда, когда мы, во-первых, перечисляем те предметы, которые есть по факту в наличии, то есть то, что мы видим, ничего не добавляя или же не допуская какой-либо вероятности, что там может быть еще. Когда обычно мы говорим, допустим, на столе есть тетрадь, ручка, фломастеры, и мы можем сказать и куча всего другого или же прочее. Вот с частицей «то» мы не можем так говорить. Частицей «то» мы всегда говорим по факту. То есть, если на столе 3 предмета, мы их перечислили, и на этом все. И важно то, что частицу «то» в конце слова, последнего слова из списка перечислений, мы после нее частицу «то» обычно не ставим. Дальше идет уже вся дополнительная информация, продолжение предложения, да? Например, как мы учили, книга и ручка, да? То есть хон то пен дес. То есть мы не ставим хон то пен то дес. Так мы не произносим. Или же, например, на небе видны звезды и луна, да? Сора нева на небе. Небо акцент темы предложения, мы ее выделяем частицей «ва». Сора – это небо, а частица «ни» является, сказать, в небе или же на небе соединительной частью. А дальше идет перечисление, что там есть. Там есть звезды и луна. Хощи, то цуки. И заканчиваем словом, глаголом видны. Га миемас. Сора нива хощи то цуки га миемас. Видны звезды и луна. Или же, допустим, мы можем сказать, на стоянке находятся или припаркованы машины и велосипеды и лошади. Да? Стоянка. Чуща джо. Мы говорим чуща джо нива. Это тема предложения, тема разговора. И перечисляем. Курумото. Машины. Джитенща то. Велосипеды. И велосипеды, да? И лошадь ума. А после нее мы добавляем глагол, да? Га томатеймас. То есть припаркованы или же находятся. Чуща джо нива. Курумато джитенща то умага томатеймас. На стоянке находятся или припаркованы и машины, и велосипеды, и лошади. Или, например, внутри сумки находится ручка, тетрадь и смартфон. Да? Сумку мы учили как кабан, но можно и сказать на английский вариант багу. Багу но на канива.
подразумевается, что внутри нака, то есть бакуно нака нива, пен то ручка, ното то и тетрадь, и суматофон га хайтеймас находятся. Хайтеймас. Итак, с перечислением мы разобрались. Вторым же случаем, когда мы используем союз то или частицу то, когда мы подразумеваем какое-либо совместное действие с кем-то. В этом случае мы себя выделяем частицей ва, а нашего партнера или же соучастника, или, допустим, я с братом, он с девушкой. В этом случае мы нашего партнера выделяем частицей то. То есть, когда мы хотим сказать, допустим, я иду с парнем, да? Ваташи ва карето икимас. Или просто идти с парнем. Карето икимас. Или же, допустим, смотреть фильм с своей женой, да? Например, я смотрю фильм с своей женой. Ваташи ва, выделяю себя частицей ва. Цумато, с женой моей. Эйгао мимас, фильм смотрю. Эйгао мимас. Или, допустим, когда мы можем рассмотреть еще такие примеры, да? Она с Марией в школу идет. Канаджу ва Мария то гакоэ икимас. Или, например, он с семьей ездил в Германию. Каре ва казоку то доицуэ икимашта. Или, например, мы хотим задать вопрос. С кем? В этом случае мы к вопросу дары присоединяем частицу то, и у нас образуется новое вопросительное слово «с кем». Например, с кем в Лондон ездил, да? Даре то Лондоне икимаштака. Вам могут ответить, допустим, томодачи то икимашта. С другом ездил или с друзьями ездил. Или же, допустим, сам ездил хитори де икимашта. Когда мы говорим о том, что мы что-либо делаем сами или в одиночку, в этом случае частицу то мы не используем. Мы используем готовую фразу или готовое слово хитори один де, то есть самостоятельно. Хитори де. Ну а дальше добавляем глагол икимашта. Один ездил или же самостоятельно ездил. Хитори де икимашта. Следующая тема ицу. В прошлой теме, когда мы разбирали вопросы о времени, мы строили предложение нанджи ни окимаска, во сколько ты просыпаешься. В том случае мы упоминали, что мы должны в ответе всегда указывать какую-либо конкретику. Мы также упоминали о том, что мы можем строить предложение, говоря о длительности какого-либо действия, да, допустим, как долго ты учился. В этом случае мы задавали вопрос «Нанджикан бенкюшимаштака». И в этом случае мы также требовали в ответе конкретику, как долго ты учился. То есть 2 часа учился, вам ответят «Ниджикан бенкюшимашта». А вот когда мы хотели строить вопрос, не указывая конкретику, мы использовали вопросительное слово «ицу». Да? А на русский язык оно переводится «когда». Да? И в этом случае мы не требовали от нашего собеседника конкретики в отношении временного промежутка. То есть мы не требовали от него четкости, сказать, что там он во сколько часов вернулся или приехал. Например, ицу икимаштака, когда ты ушел, или ицу кимаштака, когда ты пришел, или ицу каэримаштака, когда вы вернулись. То есть
Нужно отметить, что когда вы используете вопросительное слово «ицу», не всегда в ответе у вас будет частица «ни» фигурировать. Потому что в данном случае вы использовать можете не конкретную дату на календаре, а вы можете использовать условные числа, да, допустим, следующая неделя, через год, в следующем году. Давайте рассмотрим несколько примеров. Когда приезжает семья, казуко ва ицу кимаска, например, 25 декабря. Джуни гацу ни джуго ничи ни кимас. 25 декабря. Декабрь. Джуни гацу. 25 число. Ни джуго ничи. 25 число. Ни икимас. Или, допустим, когда ты вернешься. Ицу кайремаска. Вам могут ответить, допустим, в следующем году. Райнен кайремас. Или, например, когда твое день рождения. Танджоби, день рождения. Танджоби ва ицу деsu ka. Вы можете сказать, допустим, 1 января или 3 января. Ичигацу микка дес. 3 число мика. Ичигацу микка дес. Вообще, если посмотреть, то вопросительное слово «нан», что или как, довольно уникально, потому что если присоединять к нему различные частицы, каждый раз будет образовываться новое вопросительное слово. Так, если мы присоединяем, если говорим, как сегодня, о времени, присоединяем нан джи, мы говорим сколько часов. Если бы мы говорили о сколько недель, мы бы говорили нан йоби, или какой месяц нан гацу, да? Или, допустим, какой день нан ничи. Способов образования вопросительных слов с иероглифом нан или иероглифом что или как большое количество. Ну, это так, лирическое отступление. Следующая тема – частица ё. Частица ё ставится в конце предложения, и она служит для выделения новой информации. Я бы сказала, что частицу ё скорее можно воспринимать как какой-то эмоциональный отклик. Если вот представить ситуацию, когда вы, допустим, суд из жизни, да, приходите домой, а там жена вам ужин готовит или не хочет еще его готовить, а вы ей предлагаете пойти в ресторан. И вот, наверное, это выражение, когда она согласится, допустим, вы построите вопрос, а пошли в ресторан? А она такая, о, пойдем, конечно. Вот это эмоциональный отклик, пойдем, конечно, к частице ё в японском языке, наверное, более подходящее. Допустим, вам мама приготовила обалденный борщ. И вот в этом случае вы берете ложку в рот и чувствуете, насколько вкус приятно разливается по языку, и вы говорите маме: «Мама, ой, вкусно!» И вот это «вкусно» в японском языке вы бы произнесли «ойшиё». Или, допустим, вас могли бы спросить: «Вы уходите? Икимаска?» А вы бы подтвердили: «Да, уже ухожу. Икимасьё». Или, допустим, «Мария, этот шоколад вкусный. Мария ва коно чокорето ойшиё». Или «эта машина быстрая. Коно курума ва хаяй десьё». То есть здесь уже как бы акцент стоит именно на ее быстроте, да? Или, например, вопрос вы слышите: «Завтра в супермаркет идешь? Ашта супа икимаска?» А вы «Хай, икимасьё», «да, иду». В общем, мы делаем вывод, что частицу ё мы используем тогда, когда мы что-либо подчеркиваем. Мы подчеркиваем ту информацию, которую хотим мы донести.
И следующая тема — «Содесне». Мы уже во втором уроке слышали такую фразу, как «содеска», и тогда она звучала как после полученной информации мы ее использовали скорее как ответную реплику, да? Понятно, вот оно что, вот в чем дело, да? В японском языке «со» или «содес» довольно часто распространена, и часто эмоциональный ответ имеет большую схожесть между собой. Когда мы как будто бы соглашаемся или как будто бы хотим ответить на вопрос согласием, да? Итак, если в первом случае, во втором уроке мы говорили о вот оно что понятно, как ответ на реплику «содеска», мы можем согласиться, допустим, сказать «да, это так, хай, содес», допустим, что-то нам спросили или нам что-то рассказали, или информацию, новости услышали, и мы нас спрашивают, ты там слышал, землетрясение было? Он говорит, да, слышал, хай, содес. Или будет землетрясение, а вы ответите, хай, содес, да, это так. Или же мы можем использовать как содесне. Мы уже говорили, что когда в предложении мы в конце предложения ставим частицу «не», здесь как бы мы хотим сказать «не так ли», верно? Если, допустим, как «холодно», не так ли, «самой десне». И иногда в ответе мы можем услышать ответ согласия. В этом случае чаще будут использовать вопрос, ответ в виде фразы «содесне». И звучать она будет как да, конечно, то есть согласием на то, что человек сказал. Например, если бы у нас было бы в комнате жарко, мы бы сказали «ацуйдесне», не так ли? Жарко, не так ли? А вы бы ей ответили «содесне». Да, конечно, типа жарко, да. Или, например, завтра экзамен, не так ли? Ашта ваши кендесне. Вы можете согласиться с этой информацией. Да, действительно, завтра экзамен. Содесне. Или же, допустим, завтра выходной день, не так ли? Вы можете также согласиться с этим вопросом. Аштава ясумихи десне. Вы можете ответить, содесне, да, конечно. В принципе, на сегодня мы тему разобрали, но я хочу в очередной раз немного занять вашего времени, а именно научиться считать дни, начиная от 1 числа до 31. Если обратили внимание, в конце книги Минано Нихонго есть сноска или примечание, где указывается правильное чтение не только глаголов, но и дней недели. И если вы уже смотрели, то узнали, что, допустим, от 1 по 10 число у японцев на числа даны личные названия, такие как первое число Цуйтачи, второе число Фуцука, третье число Мика. И все остальные дни, начиная от 11 по 31, в принципе, считаются к обычным счетам. То есть, если сегодня 11 число, вы бы считали Джуичи, Ничи. Почему Ничи? Ничи отвечает иероглиф, отвечающий за день. То есть, вы говорите 11, Джуичи, добавляете частицу, отвечающую за день, Ничи, и у вас образуется 11 число или 11 день. Есть такие цифры дней, как 14, 17, 19. Они считаются, они произносятся фонетически несколько иначе. То есть мы не говорим Джуйон
ничи. Мы говорим дюйока. Мы не говорим, допустим, 17 число дюнана ничи. Мы произносим как дю щичи ничи. И также, допустим, 20 число мы не говорим ни дю ничи. Мы просто произносим хацка. Так у них сложилось такой интересный счет дней. И все, что остается, это его выучить. Вопросительным же словом, чтобы спросить, какой день месяца, используется опять же вопросительное слово нан, что и как, присоединяем иероглиф, отвечающий за день. В уньоме он будет считаться ничи, и у нас образуется новое вопросительное слово нан ничи. Например, какой сегодня день месяца? Има нан ничи деска. Мы будем, допустим, сегодня 9 число, мы ответим коконока дес, то есть 9 число месяца. Итак, дни мы рассмотрели, но у нас есть еще и месяцы. В японском языке решили по этому поводу, наверное, не заморачиваться и не называть каждый месяц, как мы называем отдельными личными именами. Они просто считают их по очередности в месяце, в году. То есть, если это январь, это первый месяц в году, они его и произносят. Первый месяц. Если июль, это 7-й месяц в году, они его просто произносят как 7-й месяц года, да. Произносятся они следующим образом. Итак, январь ичигацу, февраль или 2-й месяц в году нигацу, 3-й месяц сангацу, 4-й месяц шигацу, не юнгацу, а шигацу, 5-й месяц гогацу, 6-й месяц рокугацу, 7-й месяц шичигацу, 8-й месяц хачигацу, 9-й месяц кугацу, а не кюгацу, 10-й месяц октябрь джугацу, 11-й месяц ноябрь джуичигацу и 12-й месяц декабрь джунигацу. Вопросительным словом является нангацу. Допустим, задать вопрос, какой сейчас месяц, мы задаем следующим образом. Има нангацу деска. Има нангацу деска. Давайте еще научимся считать машины и электротехнику. То есть машины, велосипеды, поезда, самолеты, холодильники, ксероксы, какая-либо бытовая техника. Ее считают как не как штуки на русском вариант, или просто, как мы произносим, 1 машина, 3 машины в японском языке. Всегда будет к цифре добавляться приставка в виде дай. Например, 1 машина будет произноситься как курумага ичидай. 1 машина курумага ичидай. Итак, от 1 до 10. Давайте научимся произносить. 1 ичидай. 2 машины, допустим. Пусть будет машины. 2 машины. Нидай. 3. Сандай. 4. Йондай. 5. Годай. 6. Рокудай. 7. Нанадай. 8. Хачидай. 9. Кюдай. И 10. Джудай. Вопросительным словом является нандай. Допустим, спросить, сколько автомобилей имеется. Мы бы строили предложение курумага нандай аримаска имеется. И я бы хотела еще с вами разобрать подсчет тетрадей, книг, журналов, как их произносят. В этом случае мы к цифре присоединяем иероглиф, который отвечает за подсчет плоских предметов в виде тетрадей,
книг, журналов и так далее. Произносится он как сацу. То есть некоторые слова в виде одной книги, допустим, или одной тетради будут произноситься фонетически несколько иначе, но главное нам уметь выражать количество. Итак, одна тетрадь иссацу, 2 тетради ниссацу, 3 сансацу, 4 йонсацу, 5 госсацу, 6 рокусацу, 7 нанасацу, 8 хасацу, 9 кюсацу, 10 джиосацу или джисацу. Вопросительным словом является нансацу. Например, мы хотим задать вопрос, сколько вы держите или имеете книг. Хон о нансацу мотеимаска. Вам могут ответить, допустим, 3 книги. Сансацу мотеимас. Или же полный ответ хон о сансацу мотеимас. На сегодня мы заканчиваем наш разбор грамматики. Всем хорошего дня!